Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, да, очередная неделя начинается. Конец августа, да, уже, то есть еще неделя, и будет уже сентябрь, конец лета. Давайте посмотрим, да, что же случилось у нас интересного в августе, на днях, да, и что ждать от биткоина. То есть сейчас мы увидели пробой, да, уровня 50 тысяч долларов, как раз таки пробой еще и сопротивление, да, как раз таки было такое вот наше глобальное сопротивление. В прошлый раз мы его ретестили, падали, сейчас же мы его уже пробиваем. То есть вот мы ударились как бы в пятницу, да, ударились, отскакивали от него вниз в район 48 тысяч долларов, и сейчас как раз таки опять уходим вверх. То есть если у нас закрывается так дневка, то по сути будет поход в район, наверное, 51 500, 52 тысяч долларов. Как раз таки там у нас проходит еще уровень Fibonacci, если мы как раз таки натянем ее от как раз таки вверха до низа, да, как раз таки у нас будет там уровень 0,618, и следующий уровень уже 786 будет в районе 57 тысяч долларов. То есть как раз таки здесь у нас есть скопление по горизонтальному объему, как раз таки интересный уровень, да, проторговки, туда, в принципе, мы тоже можем подойти. Но первый уровень как раз у нас 51 500, и как раз таки линия сопротивления, которая у нас идет уже довольно долгое время. Если же мы как раз таки тоже пробиваем, да, уходим выше, то, думаю, возможно, даже дойдем до 57, да, и уже дальше выше. Но пока смотрим, да, как мы сможем преодолеть сопротивление, но, тем не менее, как бы объем у нас с роста падают, да, и все это есть намеки, так скажем, что будет скоро падение. Так что имейте в виду, все сейчас очень сильно настроены, да, потому что пробился главный уровень сопротивления, да, это 50 тысяч долларов, как раз таки линия шеи нашего гипа, да, прошлого, если посмотреть, да, как раз таки этот уровень, он прям очень сильно виден, прям можно даже обозначить зоны, это вот зона вот этого, то есть при пробое этой зоны, конечно же, пойдут хорошие лимитки на покупку, но пока мы стоим в ней, да, возможно, как раз таки коррекция, так что имейте в виду, друзья, если хотите лонгануть с текущих уровней. Что касается у нас капитализации, капитализация у нас тоже находится в восходящем канале, да, верхняя граница у нас 2,2 триллиона. Если посмотреть на ретест, да, пробитого тренда, это у нас уровень как раз таки 2,35, 2,4 триллиона долларов. То есть, в принципе, сходить в зону ретеста, да, вот так вот за эти дни, там, под конец августа, и потом пойти на небольшую коррекцию, в принципе, картина более-менее ясная. То есть, или сходить еще на следующую, да, линию сопротивления, это вот как раз таки это, то есть это где-то в районе будет 2,6. То есть вот эта зона, она по сути является сейчас зоной хорошего сопротивления, и мы к ним уже как раз таки подбираемся по капитализации, соответственно. Total альты, да, у нее чуть повыше, конечно, будет зона ретеста, да, но если, в принципе, начертим вот так вот по низам, да, то тоже, в принципе, подходим, это где-то в районе 1,3 триллиона долларов, то есть это где-то зона сопротивления где-то здесь, то есть плюс-минус скоро уже достигнем такого вот хорошего уровня сопротивления. Так что вот жду этих уровней, смотрю, да, если мы к ним, конечно же, подойдем. Либо же пробой, да, это где-то 1,1, то есть на снижение это пробой уже локальной поддержки. Это вот где-то уровень 1,90, ну, 1, ну и 1,1 триллиона, а по капитализации это уровень где-то будет уже чуть выше, где-то в районе, ну, 2 триллионов долларов. То есть смотрим на них, но тем не менее у нас все-таки смотрится такой вот лонговый сценарий, да, и все тянут и тянут, но будьте внимательны, друзья, в любой момент могут хорошо обрушить рынок. Как говорится, на криптовалюте это более чем возможно. Так, и по битку сказали, по эфиру. По эфиру у нас, кстати, если эфир у нас закрывается так, да, то это у нас будет еще бычий PPR. То есть вот эфир еще может где-то, наверное, сходить в уровень, наверное, 3600, 3800, вот где-то интересно эти уровни по эфиру. Ну, давайте посмотрим еще по Fibonacci, да, где у нас интересные уровни. В принципе, да, вот сейчас мы упираемся в 0,618, да, если мы пробиваем, то как раз есть потенциал сходить где-то вот на 3800, это как раз уровень 786 по Fibonacci. Если же нет, да, если у нас закроется все-таки ниже, и это будет уже не PPR, да, то, конечно, может быть как восходящий клин и уже откат вниз, где-то на уровень 0,5, где-то в районе 3000 долларов по эфиру. BNB. BNB у нас сходил как раз таки в зоне, да, интереса, как раз, которая обозначала, это вот где-то 500 долларов, куда он еще может прийти. Это тоже, опять-таки, по Fibonacci, да, это тоже уровень
18 мы как раз таки достигли его. Как раз, заметьте, да, альта вся трогает сейчас 618. Если мы его не сможем пробить, то мы, конечно же, пойдем к 0.5. Если же сможем, то пойдем как раз таки уже, наверное, в срединный уровень 786. То есть, по сути, если смотреть на поддержку, да, BNB и так далее, то вот интересная зона, да, где можно купить, это где-то в районе вот 430, 440 по BNB. Ада у нас пробила все, да, то есть пробила, обновила максимумы. Если посмотреть, то она уже дала x2, да, со своего дна, с $1,5. И как раз движется вот где-то, если смотреть как уровень сопротивления, то вот прям вот где она точно, наверное, застрянет, это вот как раз такое глобальное сопротивление, вот где-то третье касание, я думаю, будет в районе 3,8, если она до туда тянет, да, но при том, то, что там идет новый листинг, да, при этом то, что у нас там они заканчивают обновление, я думаю, могут и дотянуть, то есть, несмотря на все, либо же пойдет уже коррекция, тем не менее, уже есть дивергенция уже на дневном таймфрейме. Ripple пробил локальное сопротивление на дневке, да, похоже на такой вот вымпел, который пробился наверх. Вот, то есть, либо же он продолжит, да, свой рост, это вот в районе, наверное, 1,5. То есть, есть интересная зона, да, это как раз таки 1,5 у нас. И где-то в районе 1,7 и 1,8. Ну, и это обновление, да, это получается 2 бакса, если пойдем, конечно же, на обновление. Отмена сценария, это, конечно же, уход под 1,15. То есть 1.15, если уходим XRP, то пойдем мы уже, конечно же, вниз. Вот где-то в район, наверное, как раз таки бакса и 0.9 по Ripple. Dogecoin, кстати, находится на поджатии. Смотрите, похожая формация, что и на Ripple, да, но пока Dogecoin не пробил. То есть, если интересна покупка Dogecoin, то я бы стоп, наверное, поставил как раз таки за 0.3. Вот, и цель, соответственно, первая цель это перед хаем, да, и потом дальнейшее уже смотреть. То есть, если посмотреть также по FIBA, да, то у нас как раз таки уровень 0.5, интересно, по Dogecoin, если опять-таки будут его пампить, да, зона интереса. Вот как раз таки стоп, да, за 0.236 получается, вот, кстати, да, точно. Ну, да, даже где-то туда можно поставить, да, чуть пониже, за уровень FIBA. И вот цель как раз таки упирается, да, то есть вот где-то в 382, я думаю, может сходить в потенциале, то есть это с текущих цен, это где-то в районе, наверное, думаю, 15, ну да, 15-17% по Dogecoin. Если же мы пойдем на 0.5, то это где-то интерес плюс 40%. Но опять-таки, если будут опять-таки пампить данную монету. DOT у нас находится на сопротивлении, это вот как раз таки прошлый уровень, да, и прошлый уровень вообще он такой, уровень сильной поддержки был, да, потом стал сопротивлением, и на текущий момент тоже является сопротивлением. Это вот уровень 30-28 баксов по доту, то есть когда мы его отскакивали, да, много раз отскакивали, и потом, когда мы свалились под, да, этот уровень, мы ушли довольно-таки хорошо вниз, то есть в 2,5 раза мы ушли вниз, и сейчас как раз таки мы стоим над ним. То есть если опять-таки мы сможем пробить по доту уровень 30, да, то есть это уровень 30 сопротивления, то как раз таки мы можем увидеть вот такую какую-то картину, да, и как раз таки целью будет это, можно сказать, даже обновление хай, если посмотреть по FIBA, да, это как раз таки вот на 0.5 мы стоим сейчас, это вот как раз уровень 618, это в районе 34-41 бакс, в принципе, можем увидеть, если дот опять-таки пойдут дальше вверх, ну и, конечно же, если рынок в это же время пойдет вверх. Так, EOS. EOS тоже, кстати, стоит над сопротивлением, да, вот как раз таки откуда мы свалились, это с 6 баксов, то есть вот тоже стоим, да, не можем пробить, также это видно и по горизонтальному объему. Вот, если, в принципе, рассматривать EOS, да, то стоп, конечно, наверное, стоит рассматривать подлой где-то под уровень 4,7. Вот, или же на откате, да, где-то в районе 5,2, если опять-таки будет формироваться вымпел, да, продолжение тренда. То есть, если он будет формироваться, то интересна покупка EOS вот где-то в районе 5,2, 5 баксов. 1 инч. 1 инч у нас тоже идет в восходящем канале. Тоже сейчас тут дневка нарисовала разворотную доджик, да. Вот если рассматривать тоже как флаг, да, это на более маленьких таймфреймах, и смотреть на откат, если он будет где-то в районе 3,1, да, то как раз таки тоже где-то стоп в районе 2,9 по инчу. То есть если смотреть,
то это где-то средняя, ну, где-то плюс-минус 10% на вход, если брать, естественно, с добором. И интересные цели, да, это будет, конечно же, обновление этого хая, да, уход сюда, и потом следующее это обновление вот этого хая. То есть вот первые два тейка довольно вот максимально интересные. Вот где-то, в принципе, четверочка, да, если опять-таки сможем преодолеть. И, кстати, тут формация похожая, да, что и на доте, то есть дот тоже у нас был, да, то есть такая плоскость сопротивления, ну, да, то есть такая же плоскость сопротивления была в прошлом, и на 1 инче та же самая ситуация, то есть тоже плоскость сопротивления, и как раз таки мы уперлись снова в эту вот плоскость. Если опять-таки пробивает, то по 1 инчу, да, можно увидеть хороший скачок, да, довольно-таки даже может быть на x2, то есть 7 баксов текущих, в принципе, это такая вот реализуемая цель, которая может как раз таки реализоваться. То есть, если брать там, хотите альту, да, то, в принципе, вот такие монеты, как 1 инч, да, и DOT, можно взять с зоной набора и, соответственно, со стопами. Главное, друзья, ставьте стопы на текущем рынке, да, когда биткоин, ну, как может сходить, да, на 2000 баксов вверх, так и на 2000 баксов вниз может также сходить. Ну, и опять-таки предупреждаю, да, то, что S&P у нас находится на максимумах, то, что, ну, не могу не говорить об этом, потому что так и есть. Вот. И, как бы, когда это все решится пролиться, да, то, конечно же, рынок криптовалют не будет стоять на месте, он также будет идти за фондовым рынком. При том, что у нас очень много как раз таки находится на поджатии, да, очень сильно поджатие, если это все обернется как раз таки вниз, да, то плюс мы возьмем, да, то, что падение объемов плюс появление продаж, да, и как бы все это может хорошо спровоцировать падение. Так что, друзья, торгуйте, но соблюдайте риск-менеджмент, ставьте стопы, вот. И всем, конечно же, профита. Увидимся в следующем обзоре. Ставь лайк, подписывайся.